Сейчас вы посмотрите очень долгий диалог, очень, так сказать, наверное, подкованного ихнего ципсо или блог. Ну, это блогер, да, точно, блогер. Со всей его матчастью, со всей его, так сказать, знаниями, он не смог доказать мне ничего. Я также парировал только человеческими, так сказать, своими логическими размышлениями и заключениями. Вот какого дяденьку я встретил. Здравствуйте. О, какой дяденька интересный, привет. О чем Так, толкуете? Хотя вот понимаю, то блогер-то. так, интересно. Как тебя зовут, скажи? Сашко меня звать. Сашко, меня Фридрих. Фридрих, окей, Фридрих. Приятно было Фридрих. познакомиться. Я так думаю, что ты очень... Было? Ну, конечно, мы же уже А что, познакомились. мы Мы уже же уже... прощаемся или что? Нет, мы... Так как мы познакомились, само Ну, все, давай, знакомство давай. уже в прошлом, поэтому было Все, приятно. слушаю твой вопрос. Давай, слушаю твой вопрос. О чем разговариваешь, беседуешь? А ты из Украины, я вижу. Нет, это ВПН. У Мы тебя из VPN. Немеччина. Немеччина. А откуда сам родом? Казахстан северный. Как там у вас в Казахстане в Северном? Ой, дай бог, наверное, все нормально. Я как выехал, больше там не бывал. Не хочется назад? Первые 10 лет ужас как тянуло. Вообще просто Тянуло, да? хотел пешком А идти. сейчас? Нет, А сейчас сейчас увидел привык. цивилизацию. Что с цивилизацией? Увидел цивилизацию и не хочется назад, да, ехать? Это ложное утверждение, смотри. Увидел цивилизацию, увидел-то и раньше, и там есть цивилизация. Просто какой бы я там ни был немец, стопроцентно крови там, или пробитый на голову немец, где ты А ты родился, немец? да, этнический немец, Да? где ты родился, это место все равно для тебя теплое что-то, близкое и родное. И оттуда Согласен. выезжать, ну это, понимаешь, даже в Казахстане Согласен. переехать куда-то в другое Ты место. у тебя кровь немецкая, да? Да, я по маме и по папе Повол... немец. Понял. Поволжский немец. Старики, я-то, можно сказать, казахский немец, а старики мои поволжские немцы, да. Понял. Немецкий знаешь, хорошо? Говорю с акцентом. Видерхоля биты. Вас Золих Видерхолен. Все, тут я сдаюсь. Это все, что я с школы помню. Ну ты Ich говоришь, nicht повтори, verstehen. пожалуйста. Я спросил, а что Да, повторить-то? я так помню, знаешь, ich bin 1 und 3, 13, Я 15 рад. Jahre alt, да. Ну. Да. Вот это оно. Не, ну Так что, а что ты немецкий я обсуждаешь сюда, здесь? когда приехал, поверхностно. Дед только матерился у нас дома, короче, на немецком. З неба крапав дрібний васер, варум чому ти не прийшла? Вот это ты загнул, что-то варум, чему ты не пришла там про какую-то воду. Что за вода? Все, Ну, понял. повтори. Давай, на какие темы ты здесь Слушай, общаешься? я тебе Что честно, вот так обсуждаешь? вот, как вот на духу, ватник я, короче, немец-ватник. Ну, Ватник обсуждаю немец, с понял. украинцами. Вот мне повезло-то, что ты блогер. Обсудим. Сашко, Да, давай обсудим. давай. Давай, смотри, вот мне интересно, ты хотел бы, чтобы война закончилась? Давай начнем с Конечно, Украины. конечно, конечно. Хотел. Скажи, а как считаешь, какое основное препятствие для окончания войны есть? Я прежде чем ответить, я сначала поясню, как я это все вижу. Коротко. Украина не является конечной целью этой войны. Вашингтон хочет стравить именно Германию с Россией в горячее противостояние. И Украина это всего лишь камень преткновения покамись. Вашингтон хочет стравить Германию с Россией? Да. Таким образом, они решают, смотри, ослабляют Россию, и Европа экономически проседает так, что мама не горюй. И они одни остаются считаешь, в плюсах. Ты считаешь, что американцам в их положении в сегодняшнем мире, они фронтмены? Согласен? Да, покамись да. Да. Они в своем положении хедлайнеров, они должны
как-то еще влиять на какие-то войны для того, чтобы снизить вообще неработоспособную Подожди, у Россию? меня запись идет, но почему-то у меня нету твоей ёшкин кот. Вот появился. А то у меня Мишка этот замерз, и вот теперь хорошо появился ты. Что там за Мишка? Ты меня наложил что-то? Да? Нет, Что-то Мишка в рисуешь? чат рулетки, когда нету собеседника, стоит Мишка с пистолетами. И у меня картинка Понял. замерзла, я вот сейчас тут на ОБС обновил, только сейчас ты появился. Я понял. Так, смотри, ты говоришь, для того, чтобы лидирующая страна мировая сегодня, которая ведет всю страну, ведет всю планету вперед, развивая ее, вкладывая деньги, инвестируя науку, здравоохранение, все развивая, спонсируя убежавших из России ученых, и по вашему Росстату, хотя там цифра, конечно, уменьшена, говорят, что около 12 тысяч в год, каждый год уезжает с 2000 года. Ты считаешь, что они еще каким-то образом должны создавать условия для войны кого-то с кем-то, для того, чтобы как-то Россию еще ниже опустить? Куда уже ниже? Не, Зачем? ну ваше Америка в представление... силах покупать себе ресурсы, в силах себе обеспечивать научный прогресс и так далее. Зачем? И где? Смотри, самый главный вопрос. Как это проявляется? Вот почему ты к этому дошел? Почему так решил? Я, конечно, отвечу, объясню. Смотри, согласен ли ты Давай. с тем, что вот фронтмены, вот эти вот фронтланды, их благополучие базируется только на одном. Это доллар. Нет, А на чем это еще стабильно? я не согласен с этим. На всех человеческих качествах. Нет, это внутри, а вообще в аузерполитик, внешняя политика. Так, аузерполитик, ты когда едешь за границу, ну не ты лично, потому что ты там живешь в Германии, а когда человек из России едет за границу, он не рубль туда везет, а доллар. Вот, Кто я мешает про это россиянам, кто мешает правительству России сделать так, чтобы ездили за границу с рублем? Кто мешает это сделать? У вас рубль сейчас третий из конца, самая говняная валюта. Подожди, смотри, как раз таки вот Россия, и не только Россия, ну как бы поднадоело им, да, вот то, что ты сейчас рассказал, они создают такое вот экономический союз, БРИКС называются. Россия создает Да, БРИКС, да. да. И вот не то, что конечная цель БРИКСа, а одна из главных целей – это создание валюты, которая бы была противовесом доллару. Это Да. смерть для экономики США. Откуда ты такое понял? Как откуда я такое понял? Ну откуда? Внешняя Вот смотри, политика... до сих пор... Ну давай, договори. Не то, что политика, а внешнеэкономические сделки США, все эти биржи валютные, все это держится только на долларе, который даже золотом не подкреплен. Он подкреплен только обязательствами между странами. Нет, не этим. А чем? Дело все в том, что Россия с 91 года, по-моему, с 93-го, если я не ошибаюсь, до сегодняшних дней покупает гособлигации у американцев Ну, за доллары. да. Где Россия эти доллары берет? Ресурсы продает в долларах. Доллары зашли, в фонд благосостояния кладутся доллары, потому что вам негде их использовать больше. Они там копятся, вам некуда их девать, и вы за эти деньги покупаете гособлигации у Америки на случай, если у вас будет какой-то кризис с вашим рублем. Тогда, например, у вас дефолт, у вас рубль, все, пух, исчез. Вы за эти гособлигации, которые купили в Америке, покупаете доллар и возобновляете себе валюту. Понимаешь? Вы доллары вкладываете в гособлигации. Получается, американцы у вас не покупают эти ресурсы, а на шару берут. Пойми, они берут у вас бесплатно ресурсы, потому что вы им эти деньги возвращаете назад. Я в виде тебя-то покупки понимаю. гособлигаций. Ты меня Смотри, не американцы вам... понимаешь. Пойми, вам американцы дают пустые бумажки, а вы им доллар даете, те, за которые продали ресурсы. Американцы взяли бесплатно ваши ресурсы. Зачем еще на вас как-то влиять? Они бесплатно берут ваши ресурсы. Так, и ученые едут в Америку работать. Какая война? Зачем? Да, я на Давай. это парирую. Вот то видение, которое ты сейчас рассказал, оно имеет место быть. Но Россию это перестало устраивать.
И она создает свое, они разворачивают свой вектор. И войну начал. Я не о БРИКСе, я говорю о войне. Зачем войну было начинать в Американцы 2014 создают году? такую ситуацию. Американцы же тоже не дурачки, у них анализы. Как это ты, как в 2014 году вы зашли в Крым, зачем? Да это началось все. Германия входила в Крым? Нет, Америка, Россия вторглась в Крым, зачем? Ну, тогда так и спрашиваю, почему Россия вошла в Крым, а не вы? А я тебя что спрашиваю? Ты говоришь, Америка виновата, потому что с Германией воюют. Я говорю, наша война при чем здесь? Нет, ты со мной разговариваешь, как будто я оттуда. Я же тебе сразу сказал, что я, кстати, в России. Ватник, ты сказал. Ты Ватник, ватник. да. Поэтому Ну- я только с ватником говорю, правильно все. Так у нас 80% немцев коренных ватники. Ты на них не съезжай. Мы сейчас с тобой Нет, общаемся. не я съезжаю, Ответь это мне, статистика говорит. Подожди, Сашко, война в Украине. Война в Украине, развязал Путин ее. С какой целью? А я не считаю, я думаю по-другому. Я Давай, я думаю, посмотрю. что у вас началась не война, а боевые действия из-за разногласия внутри страны, гражданское, да, противостояние. Что делала армия Российской Федерации в Крыму? Она всегда там была? Нет, она там была по договору. Да. Между Украиной и Россией был договор о размещении Черноморского флота Да, я и знаю. дислокации армии Российской Федерации. Почему не покинули свою дислокацию и блокировали расквартированные позиции ВСУ? Потому Севастополь. что, подожди, я отвечу. Ты грамотно задаешь вопросы, но неграмотно, ёшкин кот, выслушиваешь то, что я тебе отвечаю. То, что у вас произошло на Я молчу, Майдане, молчу. понимаешь, Конституция это как такое вот скрепа такая, на которой держится все. Когда одна часть людей попрала вот это действие, и к вашей власти добрались люди, незаконным путем узурпировав власть, автономная республика Крым не согласилась с этим. Они начали проводить там вот это то, что называют референдумом. Вот российская власть, солдаты, те, которые там, армия, которая там находилась, по их словам, они обеспечили безопасность. Согласно чего? Согласно принятым решениям власти, крымской власти. А уполномочена была местной. крымская власть это делать? Что? Уполномочена была крымская власть такое делать? Грамотный вопрос. Нет, но подожди. Это если, всегда у нас есть если 5 копеек. Давай. Если нет событий если нет предыстории, тогда нет, не может. А где Но ты такое если прочитал? Конституция, Где ты это власть, прочитал? законный президент незаконным образом как-то там исчезает, самоусунулся, да? Ой, я с тобой еще поговорю насчет самоусунулся. Сейчас Вот мы к этому тогда дойдем. они, да, могут, мы тогда да. к этому дойдем. Но вот это все, что ты только что сказала, где об этом можно прочитать? В каком нормативном акте? Что если там что-то там, то мы можем это, где это можно прочитать? Почитай в гугле, погугли. Вот эти акты Нормативный нормативные. акт. Можешь нормативно... Ну, сошлись, пожалуйста. Ты же откуда взял эту информацию? Ты же так уверенно Ну о я ней читал, говоришь. я тебе сейчас просто номера вот эти все не вспомню. Читал Нормативный вот то, акт, что я тебе нет. читал, рассказывал. Подожди секунду, Сашко. Да. Ты говоришь, если там где-то было нарушено что-то там у нас Не в Украине... если там, в значит, Киеве, в Стольном Граде. Да, все, подожди. Значит, соответственно, крымская власть имела право дать разрешение войскам Российской Федерации обеспечить им безопасность. В связи, Сошлись на закон мне. в связи с тем, что в такой большой стране, как Украина, временно отсутствовала какая-то централизированная власть. Не загоняй себя в тупик, пожалуйста. На закон сошлись. И сейчас сначала мне скажи, у нас действует национальное право? Хорошо, я тебе в этом скажу вопросе или закон международное? по международным законам ООН о самоопределении. Первая статья, Ты считаешь, по-моему, что- второй подпункт. Ты считаешь, что можно воспользоваться этой Если статьей ты хочешь для того, чтобы законами, разрешить... хорошо, будем открывать Google с законами, но это будет долго. Сашко, не будет долго, ты сейчас поймешь, не будет долго. Давай. Смотри, закон про самоопределение народов, он тут не подходит. Почему? По нескольким вопросам. Почему он тут не подходит? Я тебе хочу ответить, почему. Давай. Самоопределение народа У нас народ в Украине один. Украинский. И он уже самоопределился. Украинский как Что такое граждане, ты самоопределение? говоришь, или как национальность?
Ты путаешь национальный народ и граждане — это разные вещи. Я тебе сейчас все объясню. Дождись, Давай, пожалуйста. давай. Дождись. Народ проживает на какой-то территории. Мгм. Если народ — это конструкция культурная Мгм. организация людей, конструкция культурная, не политическая. Если это культурная организация людей, народ, захотела иметь свое отдельное государство, оно считает, например, что мы не украинцы. Или когда приведем пример, как у вас чеченцы. Они решили, что они не русские, они чеченцы. Они могли заявить этот закон, воспользоваться этим законом. Могли, конечно же. Потому что это народ, который хотел иметь свое государство независимое. Закон на самоопределение подразумевает создание своего государства. Что такое свое государство? Когда ты создаешь на уровне федерации, вот федеративные республики у вас разные, и они имеют право быть независимыми от вас. У нас унитария. У нас нет таких республик, как у вас. У нас унитария. Что такое унитария? Это когда один народ Я знаю. с областями. Киевская, Львовская, подожди секундочку. Киевская, Львовская. Крым тоже это административно-территориальная единица, автономия. То есть это не полностью автономия, понимаешь? Это не так, как у вас, например, автономная республика Коми. Это не то. Понимаю. У нас унитарная. Поэтому не было кому самоопределяться. Не было. Подожди. Какой народ, скажи мне, пожалуйста, в Крыму должен был самоопределиться? Ответь мне на этот вопрос. Ты считаешь, что были нарушены процедуры отхода Крыма от остального? Не уходи. Не уходи от темы. Правильно Про так? самоопределение. Какой народ должен был самоопределиться в Крыму? Скажи мне, пожалуйста. Крымский. Какой? Ты что это за... А как ты сам говорил, это не этническое Там три что-то. народности. Это не Тарас, как что-то он называется? этническое. Там три Это народности вот- живут в основном. Что? Это этнос. Крым, ой, народ — это этнос. Там живут три народности в Это Крыму. смотря, основные. если ты как Это смотришь украинцы, как на украинцы, граждан татары или как и на русские. этническую принадлежность. Там татары живут, Народ. украинцы живут, и Вот. русские живут. Вот. Кто из них должен самоопределиться, скажи мне? Они все. Большинство из них как принять Нет. решение, так и Народ, смотри, послушай, как закон звучит. На самоопределение народов. То есть какой-то из этих трех народов должен был самоопределиться. Им не нравилось жить, например, что они... не народ татары, если бы это этнический, а заявили. политический. Если бы это Ты заявили же сам татары вначале об крымские... этом говорил. Да слушай, если бы это заявили крымские татары, у которых нет своего государства сейчас, они бы хотели сделать Крым, например, татарам, там, Татарстан, кстати, есть Татарстан такой, да, ну по-другому назвать. Это одно дело. А ты говоришь о русских. Так у русских уже есть свое государство, Россия. Они не могут опять самоопределяться. Я не Они уже говорил о определены, все. Я не говорил о русском. А кто? Хорошо, А давай кто должен посчитаем, самоопределиться в давай Крыму? так посмотрим на это дело, что как бы в этом вопросе ты меня сделал, и получается по твоей логике, что такое Еще не государство, всё. как Украина, не должно существовать на сегодняшний Почему? день. Как Почему? это почему? У нас есть... А давай вернемся смотри, к законам смотри, Советского Союза. признаки... Давай, По смотри, какому, признаки по каким, государственности. почему Сашко, вот такая не вот отвечай. территория, как Украина, отделилась Сашко, от Советского Союза? Я По тебе- каким Мы законам? не отделялись. Мы не отделялись. Это вы вышли из состава СССР. Нет, не мы отделялись. сейчас... Нет, мы сейчас... Я поэтому долго тебя и Так выслушивал я насчет хочу Крыма. тебе ответить, Сашко. Я тебе хочу ответить. Это Или ты ложное не дашь мне право утверждение, ответить? которое мы сейчас Я тебе... путем сейчас с тобой посмотреть проверим. Сейчас мы с тобой проверим. Сейчас да, вообще без в проблем Google мы проверим с и тобой. посмотрим. Смотри. Ты про один референдум будешь говорить, а я про Я не первый про... буду говорить. Я про референдум тебе слова не скажу вообще. А про что ты мне скажешь? А сейчас увидишь. Давай, Если давай, дашь давай. мне слово сказать. Только не перебивай меня. Хорошо. Вы в 90-м году вышли из состава Советского Союза, денонсировав договор о принятии вас в Советский Союз. А мы не выходили. Подожди, ну-ка, денонсировав... Мы, ты имеешь в виду Да-да-да-да-да-да-да. Советский Союз. Вы РСФСР. РСФСР, да. Вышла откуда? Из Советского Союза. Вы расторгли договор про создание Советского Союза в 22 году, который заключали в 22 Статья, году. закон, время, события. Подожди, сейчас. Денонсат. Напиши, Россия, РФ денонсировала договор о вступлении в Советский Союз. Так, чтоб тебя видно было. Давай. Так, латиницу уберем. Денонсировала РСФСР
СССР. Мгм. Так, это про 12 декабря 91 года? Да, разорвали договор. О Договор вступлении об в образовании СССР. СССР 1922 года, который Верховный Совет РСФСР денонсировал 12 декабря 91 года. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подожди, не в качестве самостоятельного юридического. Ай-яй-яй-яй-яй. А Украина в каком году отделилась от... А мы не выходили, а мы не отделялись. Подожди, как же, а референдумы декабрьский, а мартовский А при чем здесь еще? референдум? Или А августовский? Отвечаю тебе. Дальше ж мне ответить. Давай. Когда перестал существовать Советский Союз? Советский Союз своим образом, можно сказать, существует до сих пор. В меньших границах. Утю-тю-тю-тю. Нет, он в ООН он же прописан. Нет. Как нет? Я тебе Россия потом объясню. Напомнишь, потом я тебе про ООН объясню. Давай сначала закончим, когда Украина выходила из СССР. Ты утверждаешь, я правильно тебя понимаю, что Скажи Украина... мне, пожалуйста, в каком году, какого числа, в каком месяце перестал существовать Советский Союз? Спроси у своих зрителей, пусть они тебе подскажут. А я не на стриме, я запись веду. А, ты ведешь просто. Да. Давай, найди в гугле, возьми. Давай сначала с вот этим поговорим. Так с чем? Так мы же, Смотри, ты про Украину 12 спрашиваешь, когда мы декабря, вышли. Я по говорю, твоим что... словам, до 12 декабря 91 года РСФСР состоит в Советском Союзе. Конечно. Отделение Украины когда произошло? Не было, я тебе говорю, ты слышишь? То есть вы теперь до сих пор Советский Союз? Смотри, заявить о своей независимости и выйти из Советского Союза – это разные вещи. Нет, есть Вы процедура. Сашко, Да. давай друг друга не перебивать. Я же тебе даю выговориться. Давай ты меня тоже не перебивай. Давай. Есть процедура выхода из Советского Союза. Она есть, согласно Конституции Советского Союза. Да. Любая республика в одиночном векторе может подать заяву на то, чтобы выйти из Советского Союза. Так сделала Российская Федерация 12 декабря. Они подали, денонсировали, разорвали договор и могут быть правопреемниками. Все. Пшик. А Украина такого не... Мы не подали договор. 26 декабря, не 12, а 26 в Алмате была декларация о том, что СССР прекращает свое существование. Он прекратил свое существование. Все. Разве мы сейчас о Казахстане говорим? И Мы говорим о Украине. я говорю, в Алмате была конференция, ты слышишь, я говорю, на которой прекратило существование СССР. И подписали Содружество независимых государств, декларацию такую, где было написано, что Когда образовалось где было твое говорено, государство? что РСФСР взял на себя обязанности по выплате долгов. Когда Это до сих пор не образовалось выплатили. государство, в котором ты живешь сегодня? Образовалось когда? Да. Ну, как государство в 91 году. Месяц помнишь число? Ну, у нас День независимости 24 числа. 24 августа. 91 года. Да, конечно. Вот каверза-то какая Что? получается. Да я же тебе только что ответил, что заявить о независимости и То идти из есть Советского Союза – это Россия разные вышла, вещи. РСФСР после вас вышли Вы оттуда. расторгли договор. Вы расторгли первые. договор. Да, поверим тебе, вы не поверим, а мы согласимся. мы Но вообще это не было выходили. сделано в декабре 91 года. Да слушай меня, вы заявили о своем желании выйти из Советского Союза 12 июня, что там у вас, какой день России? Июня, по-моему. Еще до нас. Но вы туда не вышли. А вышли вы были 12 эти декабря. действия правомерные? С чьей стороны? Со стороны... Какая разница? Не со стороны государств сейчас, а со Ты стороны о чем? тех людей, которые принимали эти решения. О каких ты действиях говоришь? Ну вот, о которых ты говоришь. Те люди Я говорю, имели что вы- полномочия на это. Какие? Ты о ком говоришь? О чем? Сформулируй вопрос вы правильно. Ты же хорошо, я смотрю, ты ведешь мысль Заявить? хорошо. О том, то, Заявить, что ты смотри, сейчас о 12 июне, когда Россия, ты говоришь, Отвечаю тебе. эти отвечаю. люди, Отвечаю. они имели на это полномочия? Отвечаю тебе.
декларировать имеют право главы... Отвечай, республика. Я слышу Задекларировали тебя, свое зачем желание ты быть... Декларировали свое желание быть независимым. Декларация... Декларировали это в декларации. Ваша декларация была 12 июня, наша 24 сентября. Ой, этого А правильно августа. я тебя понимаю? Вот. А вы, ну так я не договорил же. Я остановился, да. После декларации, после декларирования идет еще целая процедура о выходе из Советского Союза. Так мы не успели выйти из самого Советского Союза, потому что он рухнул, он по природе развалился. Не могу, И не могу такого потом быть. провели... Как это не могу? Так я же тебе говорю, Алматинская Тогда я конференция. эту Открывай, ситуацию читай. сравниваю также с тем, что произошло в Киеве на Майдане. И таким же Ты мне не даё- способом ты мне не да- Киев, ты не Крым даешь мне договорить. отходит от вас. Ты В чем мне не проблема? даешь договорить. Ты мне не договоришь, я Нет, тебе сейчас нет, расскажу, в чем нет, проблема. Не нет, даешь мне всё, я договорить. тебе даю договорить. Так я же тебе расскажу. Я тебе расскажу сейчас. Смотри, Горбачев с этим согласился. С тем, что распадается Советский Союз. И 26 Мог ли декабря... он один просто дать по этому делу какое-то соглашение? Или же должен был сходняк вот этот, как он, ЦК, как он называется-то, ёшкин зеленый? Я не знаю, чем ты. ЦК КПСС или что? Да, вот эти вот собрания. Так же это все происходит. Один не может никак что-то там, как президент, вас был- бах-бах и побежали. Это все началось еще с марта. Еще с Беловежских соглашений. Отошло целый год. Потом Потом была молодец, декларация. которые тоже Ну, не являются перебиваешь, незаконными. Ну, Саш, что ты меня перебиваешь, скажи? Ну, я молчу, когда ты говоришь. Что ты меня перебиваешь постоянно? Давай, Ты говори. понимаешь, ты говори. помоложе, чем я, и у тебя какие-то Да я юношеский подумал, что мы максимализм. или ровесники, или может на год-два я еще и постарше тебя. Я понял. Смотри, процедура прекращения существования Советского Союза началась еще в марте. Она длилась практически год, до декабря. Я... Вот за этот год должны были задекларировать свое не участие, а свое желание страны, которые хотят выйти из этого, из Советского Союза. Они задекларировали. Вы первые, кто вышел. Вы первые, кто задекларировали. Вы. И вы вышли официально. А мы не вышли, потому что Советский Союз рухнул просто, и мы стали его продолжателями. Мы правопреемники. Потому что мы не вышли из него, понимаешь? Соглашаясь с тобой, Так. с мыслью, с такой, как, ну, с той логикой, которую ты сейчас, Так. так сказать, оперируешь, Крым сделал то же самое. Нет. Да! Рухнул Нет, по унитарность- природе киевский режим, Уни- киевское унита- государство по природе рухнуло. И вот они вышли. Кто заявил? Покажи мне декларацию, где написано, Какая что киевский режим или там что-то. декларация? Когда Нет, Рада, не, Рада не тихо, имела Сашко. никакого... Какого? Никакой власти объявлять о самоосунувшемся президенте. А если, не дай боже... Стоять, чуть-чуть. Давай остановимся. Тихо. Не спеши. Президент Украины. Что входит в обязанности президента? Самое главное. Что ты имеешь в виду? Самое главное, что входит в обязанности президента любой страны. Ну, по крайней мере, нашей страны. Гарант Конституции. Грант Конституции. Там написано обязанности президента. Да. Один из пунктов там есть. Обязательно подписывать указы, которые выдала Верховная Рада. Или накладывать на них вето. Да. Слушай внимательно. Когда Януковичу Верховная Рада дала подписать указ, он что ответил в Харькове? Что? Я не буду подписывать этих Как бандитских он в Харькове указов. вообще появился-то? Сейчас, тихо. Да. Он отказался исполнять свои прямые обязанности. Он отказался. Подожди. Отказ Ну, что ты? отказ от исполнения своих обязанностей и называется неконституционный способ самоустранения. Так и называется. И в этом случае временно назначается временно исполняющих эти обязанности. Не президентом встает новый человек, а временно... Да, я договорю, Сашко. Да я жду временно тебя, что ты исполняющим. такой этот ёшкин А ты зелёный. уже начинаешь меня перебивать. Нет, временно я просто исполняющим. вдохновляюсь пока. Подожди. Временно исполняющим встает голова Верховной Рады, а президент остается тот же до перевыборов. Никто его не смещал, никто не нарушал Конституцию. Он оставался президентом до 25 мая. А как он вообще появился в Харькове? По какой причине он в Харькове Ну, появился? смотри, его какие-то внутренние убеждения, да, его... Вот ты смелый человек или нет?
Ты можешь пойти в драку, например, там за кого-то заступиться? В драку, да, но я не могу сказать, что я смелый человек, потому что в жизни существует более значимый, Да, да, да. как война. Да, Я а вот не знаю, смогу ли я вот, воевать или нет. Ну, в драку, вот, да, вот видишь, вступал. и вот у него такое же, он сказал, что ему, он так посчитал, что какая-то Откуда угроза, мы можем... понимаешь? Ну, может, его И украли, представляешь? У вас идут в стране не-не-не, события страшенные, может лютые. быть, это не фиксация, Подожди, может быть, я это не теперь фиксация. говорю, ты так настаиваешь, что не Давай. перебивать. У вас в стране проходят события. Войнушка там у вас на Майдане такая серьезная. Беркуты горят, стреляют, короче, с гостиниц. И у вас пропадает президент. Потом этот президент выходит и по телевизору, да, по видеосвязи, что-то вещает. Почему вы не допускаете такую ситуацию, как какая-либо террористическая организация берет, захватывает вашего президента, ну и вот делают то, что делают. Почему вы сразу так вот... Все, Да. он прокомментировал свой отъезд из Киева. Есть же, что он комментирует. Я ж Никто меня тебе не и устранял. говорю, да. Сашко, ты меня перебиваешь. Сашко, нехорошо. Нет, я сейчас обозначил про это. Он Да, заложников, уточни, он может говорить что угодно. Дело все в том, что он сам... Уточни, сейчас я тебе отвечу. Все? Смотри, любое действие президента гласное. Любое. Поскольку он оставался еще президентом Украины, за его перемещение, за его информационное пространство отвечает аппарат президента. Если мы откроем сейчас в законе Верховной Рады, какие полномочия и какие обязанности несет аппарат президента, по-моему, 17-я, по-моему, я не помню, 17 глава, пункт, пишет о том, что он должен был сослаться на информационное пространство и указать свои действия выхода из, где там он жил, своих этих апартаментов, где он жил, когда он убегал, раз. Он отказался почему-то от госохраны, он оказался, раз. Во-вторых, он должен был уведомить всех жителей Украины, всех граждан Украины о том, что он едет в Харьков с какой-то целью. Он туда уехал по своей воле, это было зафиксировано на видеокамерах, и там же, если бы это был террористический какой-то акт, если бы это был террористический акт, послушай внимательно, это было бы зафиксировано где-то. Где-то зафиксировано, покажи мне, пожалуйста. А где это не зафиксировано? Где это зафиксировано, что это не было так? Отвечай, то, чего нет. Что? Сейчас звук у тебя пропадал. Я не могу искать то, чего нет. А что у меня А со звуком? вы Меня как плохо слышно? ваши там спецслужбы не Ну, подожди, допускали? Не допускали секундочку, дай это я как возможность? Секунду, я проверю звук, что у меня со звуком. Ты говоришь, У не тебя слышно? звук, да, был, короче, Не, вроде нормально все, значит. или может из-за Так, всё, да. связи, короче, ну Все, бывает. слушаю, пропадает. слушаю, да, слушаю. А ваши спецслужбы не допускали такой момент? Какой? Что его могли, он каким-то макаром, президент, за которым следит целый президентский аппарат, вдруг отказывается от телохранителей, да, от целого штата, короче, работников, и куда-то исчезает. Ваши спецслужбы как бы, что у вас там? Смотри, когда суд разбирает какое-то нарушение, криминальное, административное, оно слушает свидетелей, раз, и факты зафиксированы органами правосудия. О чем ты сейчас Если, говоришь? если тебя изобьют, и ты придешь на следующий день выступать перед камерой и не заявишь об этом, то никак ты не докажешь то, что тебя избили кто-то третья сторона. А возможно, его там кто-то избил. Эта возможность должна быть зафиксирована как факт этого наявности, присутствия, как реальный факт. Понимаешь? Я Если понял этого тебя, нет, да. мы не можем говорить в правовом поле с тобой о том, чего нет. Это твое предположение, а предположение должно строиться на чем-то. Грамотно ты размышляешь, только ты сейчас немножко недопонимаешь, что я имею в виду. Ты сейчас об этом говоришь, как смотря назад, как постфактум говоря. Я же тебе говорю о том, как о современнике, понимаешь? Почему в то время ваши спецы вот так не реагировали на возможность, что президент похищен? Понимаешь, о чем я говорю? Не Смотри, то, что постфактумом, а именно в тот момент.
Ты, кстати, подтверждаешь, что ты сейчас правильно делаешь, ты подтверждаешь то, что у нас не было свержения власти. Знаешь, каким образом? Потому Я что у ничего не нас... подтверждаю, Я тебе я с сейчас... тобой Почему? разговариваю, один из Я тебе вариантов скажу почему. развития событий. Я сейчас тебе скажу почему. Потому что у нас есть 3 ветки власти, и они не были свергнуты. Потому власть не была свергнута. А знаешь почему? Потому что и правоохранительные органы, и СБУ в том Какие 3 числе... ветви власти? Кто? Конституционная, да? Нет, нет такой власти. Ну ты Есть ж... законодательная, исполнительная и судебная. Вот, ну. Да. И вот как раз-таки исполнительная власть, куда входят правоохранительные органы и суд, нет, суд это судебная, правоохранительные органы и президент, вот они должны были следить за этим, что ты говоришь. А поскольку они были проянуковичевские, вот, они же были его, мы не сменили их, они не поменялись. Если бы это была уже новая власть пришла, и ты выставил мне вот такой вот, как ты говоришь, да, почему не проследили? Согласен. А они его ребята были, тех, кого он сам ставил. Поэтому А что? им бы наоборот им бы наоборот было бы выгодно сказать им о том, что чувака выкрали, надо как-то, это ж так плохо, Майдан, там выкрали и все его. А они все. Тут Значит, дело, этого не было. понимаешь, не в этом, про не его, там и про иллюстрацию потом можно говорить, про этот Конституционный суд. Тут само, знаешь, почему так не произошло? Потому что люди Потому точно вначале знали, по какой причине он покидает. Потому что он боится в данный момент люди за свою знали. жизнь, правильно? Так это его внутренние страхи. Какие-то были для Как это этого внутренние предпосыл... страхи? предпосылки были для этого какие-то? Конечно, Какие? Майдан. А что такое Майдан? Мы просили его выйти на сцену, объяснить, почему он не дает евроинтеграцию, почему не подписывает евроассоциацию. Он вышел? А она так важна была для вас? Конечно, за него голосовали. Ты что? У него первый пункт его в программе было. Опа, она молодец, наступил, Стоять. дождался. Сашко. Понял, да, Сашко. теперь, что Сашко. наступил? Сашко. Понял, по глазам Я ж- вижу, Почему? понял. Я тебе хочу ответить же. Подожди Давай, секундочку. давай, Что ты меня перебиваешь? давай. Смотри. И у Юлии Тимошенко, и в Януковича предвыборной кампании, программа была написана, предвыборная, первый пункт была евроинтеграция как продолжение направления, которое взял Ющенко, вступление в ЕС. И и Янукович, и Юлия Тимошенко первым пунктом написали это. И за эту программу проголосовали те, кто вроде бы, как ты сейчас говоришь, выступали против Майдана, то есть Крым и восток Украины. Они Януковича поддержали, они выбрали его. Тогда Тимошенко проиграла. Там было что-то, я не помню, там небольшая разница была между ними. А я Но думал, Янукович что ты выиграл. понял. Потому что Извиняюсь, 90... что перебиваю. Я думал, что ты понял, а ты не понял. А я про суд 2020 года, по-моему, про не суд, а постановление Верховной Рады в 2020 году вроде бы о том, что вот эта вот ассоциация, это грабительский документ, и его ни в коем случае нельзя было подписывать. Тем Какая самым ассоциация? Какая ассоциация? Евроассоциация, которую не подписал Янукович, Так. тем И что там самым они в подтверждают, каком году? по-моему, в 2020. Верховная Рада выдала такую Рада постанову постановила, да, сделала о том, что это постановление. бандитская организация? ЕС? Какая организация? Я так выражаю своими словами. Не-не-не, ты Подожди, тут не так не пойдет своими организация, словами. грабительская, что условия вступления Украины в Евросоюз Ты читал э, это постановление? грабительские. Да, Ты да, читал? есть, да. Давай, прочитай, давай вслух. Ну Открывай. давай сейчас будем искать по наставлению. Давай, поищи. Подожди. А я думал, Я ты, щас- я думал-то это. Не-не-не, Когда я ты не начал понял, об что- этом, я думал, ты Ты понял. поищи, куда секундочку, Саш, поищи, сейчас мне надо позвонить, секунду. Вера. Так, подожди. По-моему, сейчас вот 19 ноября 2020 года. Сейчас я посмотрю, то ли это открыл или не это. Но я Давай. читал его. Я бы зря просто так Давай. не говорил. Хорошо, давай. Да что ты будешь делать?
Рада просит о выполнении. Так. Европейский Союз начать выполнение соглашения. Так, это 17 вниз поехали, соглашение об ассоциации. Подожди чуть-чуть, блин. Ну, есть такая беда, да, я читал ее. Да я жду уже, давай, я же не проблема, ну. Блин, даже если здесь, если что, в Википедиях, в документах и подтерли, я делал об этом ролик, у себя я точно найду. Так, да я поищу, ну, давай, найди. Соглашение. Ой, я подожду, найди. Ты что ли тоже ищешь? Ты правда не слышал об этом? Не, я не ищу, я свое смотрю. А, вон оно что. Я знаю, о чем дело идет, поэтому я тебе говорю, давай ищи. А, ну если ты в курсе об этом, давай сократим, и я буду верить. Время сократим, и я буду верить Так, тебе на слово. там такого нет. Ну, слов, конечно, таких нет, которые я использую. Таких нет, там так никто не Грабительское. заявлял. Там так никто не заявлял. Говорилось о том, это заявил один из депутатов просто. Никто такое постановление не давал. Это были слова какого-то из депутата, который выступал на трибуне, возле трибуны и сказал, что для нас это очень тяжелые условия для вступления в Нет, ЕС. Мы я с этим утверждаю, справимся. что это было постановление прям Ну все, принятое найди, решение. пожалуйста. Ну давай найди, так и забей, забей так в гугле за то, что ты говоришь, и найдешь его сразу. Бля, придется мне в ролике, наверное, своем искать. Так, Верховная. А у тебя как канал называется? Верховная Рада. Не, я русским не говорю, как называется. Вы потом страйки кидаете. Ну я тебе свой канал назову потом. Тем более ты ошибаешься, видишь, опять. Ты не можешь держать информацию в голове. Я же тебе сказал, что я гражданин Германии. Ты же ватник. Да, я ватник. Запрете евро. Понимаешь, страйки надо... Слышишь, хорошо, давай скажи мне, а что ты хотел мне доказать? Скажи, ну О том, что вот то, что ты утверждаешь, смотри, действия, которые произошли на Майдане, которые сподвигли народ. Нет, я не о том. Мы говорили с тобой о том, что выбрали Януковича, помнишь? А о том, что люди хотели в Евросоюз, ты говоришь, где хотели? Я тебе показал, где хотели. А то, что условия Да, нам и выставили, потом- это совсем другое. Это совсем другое. Мы сейчас не о том говорим. Это, что направление мы взяли не на Россию, а на Евросоюз. Именно поэтому Путин и вторгся в Украину, потому что не хотел нас отпускать. Влияние свое терял, да. Вы же люди, как граждане Украины, я еще про целую Украину говорю. Да, вы хотели в Евросоюз, и ваша, как бы, вот эта воля, она нормальна и принимается как, ну, нормально. Но надо, понимаешь, идти как законными путями. А в чем незаконность была в нашей пути? Ваш президент приезжает к нам о подписании, читает вот это все, ну, не соглашается с этим. Он приезжает к вам назад домой. Он мог бы это подписать через пару месяцев. Но почему-то часть, около 100 тысяч украинцев, решила, что вот надо вот сейчас. И начинают устраивать у вас там то, что произошло. Потому что у нас подошло время к подписанию Евроассоциации. А его перенести никак Если ты нельзя было. Нет, это будет уже незаконное действие. Он же как это незаконное? То есть ехать так. подписывать или не подписывать, это надо, значит, точно подписать. Так Ты же получается, понимаешь что ли? сам прекрасно, ты прекрасно сам понимаешь, что Путин повлиял на Януковича, чтобы он не подписывал этот Евросоюз. Я также прекрасно понимаю, подожди, я соглашусь. Нет, ты понимаешь, скажи мне, ты понимаешь это или нет? Что Янукович это был пророссийский президент, которого избрали только из-за того, что он написал, что он будет держать курс на Евросоюз. Его за это избрали. И он он не выполнил свое обещание, которое писал в предвыборной кампании, за что голосовали. У нас были еще кандидаты, надо было за них голосовать. Почему из-за Януковича голосовали именно? Почему именно он? Потому что первый пункт, я продолжу то, что начал Ющенко, в Евросоюз. И вся Украина, хотела в Евросоюз.
Ну тут вторгся Путин, понимаешь, в 2014 Да году. Путина еще не было там, подожди. Я также понимаю, смотри, ты говоришь про секретные службы, про всю эту шпионскую туда-сюда агентуру, но я также ведь и понимаю, что со стороны Запада, как и Европы, как и американские, также структуры работали у вас только по тяге суда. Слушай, вот ты Понимаешь, мне, кстати, это напомнил, игра ты мне большая. напомнил, я Но понял, ты мне напомнил одно видео вы интересное. как люди повелись на вот это вот гражданскую Перестань. войну. Вот Повелись в чем вы на беда. пропаганду свою. Какую гражданскую войну? Мы с Российской Федерацией воевали. С 2014 года. Конечно. Грани- О чем говорят все, о чем говорят резолюции, вся декларации? Ты читал хотя бы одну из них? Наверное, Да, знаешь, да? кучу я читал, ОБСЕ там только голосование Ну, в тебе не конце. нравится. Тебе не нравится то, что пишет ОБСЕ, да? Нравится, наоборот. Ну, так в Они чем не проблема? зафиксировали там... Зафиксировали. Именно российской армию Российской Федерации. подожди, они зафиксировали... Как они называются? Ну, Не какие-то наемников, военные не наемников. эти... Не наемников, нет. Не я наемников, про- а именно Короче, что они зафиксировали? факт присутствия армии Российской Федерации, вооруженных сил. Вот это новость. Ну, конечно. Давай гуглить Ты будем. сейчас давай гугли. Хельсинская декларация, открывай 15 год. Опа-на. Это про голосование, да? Нет. При чем здесь голосование? Декларация Хельсинская Короче, открывай. дня 3-4 назад я с одним дяденькой про эти Не надо, хельсинские... не надо тебе. Открой Хельсинская декларация на сайте ОБСЕ. Прям так на сайте ОБСЕ на русском языке перевод. есть. Сделаю, я уже как-то открывал, я с одним дедушкой об этом толковал. Сейчас я тебе поговори еще со мной, если с дедушкой говорю. Конечно, мы с тобой долго уже общаемся, ну давай уже договорим. уже, давай. Хельсинские. Хельсинское соглашение, Хельсинск- да? Хельсинская декларация. Нет, ты открыл 75-й год, надо 15-й. Декларация. Канал ты свой не назову. Давай я сам первый свой назову, потом... Я назову тебя, я назову на нее вопрос. Так. ОСЦПА, вот оно. Бля, это PDF. Ну, Ничего страшного, в окей. PDF тоже можно. Давай в PDF. Вот открыл, что здесь, где, какая... 28-я страничка. Так, сейчас идем сюда. Вот у нас 28-я. Есть такое? 25-й пункт. Тогда это не 28-я страница, здесь 38-го пункта начинается. Нет, ты смотри, вот на сайте ОБСЕ. Вот так вот, значит, смотри, вот так вот выглядит. Ну, в камеру посмотри. Призывает также Вот этот Российскую судья. Федерацию остановить... Вот этот пункт? 25-й, да, ты считаешь? Да, призывает также Российскую Федерацию остановить... Давай, читай, Вот давай. этот, правильно я читаю? Да. Поставки и перемещения тяжелого вооружения боеприпасов подразделений российских вооруженных Опа. сил и наемников Стоять. через российскую Стоять. границу. Стоять. Подразделений российских вооруженных сил и наемников. Извини, я забыл, Федор или Фридрих, как ты говорил? Фридрих. Фридрих. Ну, это призыв. Не-не-не, подожди. Мы говорим Да-да-да, о факте, это о факте призыв. присутствия. Так факт присутствия был? А где Он он зафиксирован тут. зафиксирован? Так если призывают российскую Ты вооруженные знаешь, силы, какое между ними там Мы- отношение? Подожди, Фридрих. мы не говорим о призыве. Битварте. Мы Подожди. сейчас не Это говорим о призыв. призыве. Саша, И Саша, тем мы более говорим о призыве. это парламентская Смотри, ассамблея. есть- Так я Да, правильно давай понимаю? Нет, это не парламентская ассамблея. Смотри, давай я тебе договорю. Смотри, есть пункт, где кто-то к чему-то что-то призывает. Да. Мы можем из этого пункта излечить две истории. Первая история. Сам призыв, как глагол, как действие какое-то, да? Кто-то что там призывает. Давай мы это отклоним, хотя они имеют право призывать. Мы это отклоним. А теперь мы сошлемся на то, к чему они призывают. Суть вообще, суть. Было зафиксировано там российская армия, и они, вот то действие, которое призывает, типа оно фигня призывает, да? Но они к чему-то призывают. Мы сейчас не говорим, что должно исполнить или не должны исполнить, нет. Мы говорим о том, что там написана сама суть действия, чтобы присутствовала вооруженные силы российской армии. Подожди, все правильно говоришь, но ты один такой момент упускаешь. А если это заблуждение
и мы делаем призыв к тому, чего нет. У нас должен быть факт присутствия задокументирован. Конечно, это же он и есть. Нет, это призыв к действиям. Мгм. Да. Я же А тебе у что нас сказал, должно что быть фиксация. этот пункт мы разделили на два. На призыв и на суть. О чем призыв? Это вот На ты, сам призыв. Федя, разделил. Послушай внимательно, а послушай я-то внимательно. еще третий Послушай, придумал. Сашко, послушай внимательно. Можно было призвать к чему угодно вообще, но они призвали именно к тому, что Российская Федерация была на территории. Но смотри, Я если с ты этим уже не соглашаюсь, хочешь, это призыв. если Нету- ты хочешь, нету- я понимаю, что вы не соглашаетесь, у вас отмазка есть. Ну давай контрольный, Какой? давай контрольный. Самое главное, которое вы любите. А Там потом уже дашь стоп. мне контрольный сказать? Да. Да. Контрольный о присутствии вооруженных сил российской армии. Контрольный, ты сейчас прямо все, уже у тебя не будет каких сомнений. Хочешь? Давай. Приговор. Дело номер 182 Российская Федерация. Российский суд постановил. Это российский суд. О чем? В чем? Открывай. Ой, весело мне, хорошо. Я знаешь, в чем суть моя... Я блогер, да? Ну, как ты понял уже. То, что Да. без мат-части, не зная вообще мат-часть, и вы сознанием вот такой вот мат-части подготовленной не можете убедить человека, просто пользующегося логикой. Смотри, я тебе Так, только что назвал суд декларацию. какой? Секундочку, я тебе только что назвал декларацию одну, а их три, где все три говорят, что надо вывести вооруженные войска российской армии из территории Донецка до Луганска, а у вас отмазка. Так это же рекомендация. Подожди, Я говорю, так они рекомендуют. Мы Они же немцы народ призывают. дотошный, нам фиксация нужна. Фиксация. Давай, приговор открывай, там читай. Давай. Суд что? Так, а там тоже зафиксировано. Подожди, так тоже зафиксировано в декларациях же без проблем. Там тоже зафиксировано. Ну что мне открыть? Говори, суд. Да, смотри, на сайте приговоры РФ. Так и писать на Не сайте приговор. приговор. Подожди, как это сайт у вас называется? Сейчас я скажу точно. Короче, я тебе опять поверю. В чем Приговор суть дела? Кировск. Нет, не, так не пойдет. Хорошо. Смотри, тебе надо найти судебное решение. Судебное решение РФ. Сайт открывай. Так. Судебное решение РФ. И Enter, да? Да. Дело номер 1, дефис 82. Пишешь там по поисковике. Дело 182. Судья Шолохов. Подожди, ты мне сказал 2000. судебное... Сайт. Судебное решение РФ. Ты нашел сайт? А, вот он, да, вот нашел. Все. Теперь открываешь, там есть поисковик, видишь? Сейчас он меня крутит. У нас в Немеччине интернет жесткий, короче. Я понял. Так, вот он потихоньку открывает. Где здесь у нас текст документа, участник дела, номер дела. Что куда вписывать? Номер дела 1, дефис 82. Так. 1. Опа, где у нас тут дефис? О, господи. 1.82, да? Ну, дефис 82. Да, слэш 2021. Так, слэш. 2000... Сколько? 2000? 21. 21. Ну, все, Enter. Есть? Да, ищи там. Должен быть судья Шолохов. Там найдешь, сейчас прочитаешь. Сейчас. А вось я там опять какую заковыку надыбаю, а я ее стопудово надыбаю. Смотри, я что тебя не надыбал, ты будешь опровергать это и будешь с этим не соглашаться. Шигонский районный суд Самарской области, вот это? Нет. Кировский районный суд города Ростова-на-Дону. Так, Шолохов Леонард Владимирович. Смотри в камеру, вот, перепиши себе. Сейчас резкость наведется. Ну, так-то я... Вот, смотри, переписывай. Дело номер 1, вот так, да, написать? Да, вот оно, видишь. Обожди, мне вверх теперь надо. Ну, мне просто номер теперь добавить и все. А так у меня было до этого. Сейчас я саму цифру номер добавлю. Да. Все, я просто номер добавлю вот этот и все. Номер. Ты вот так, смотри, как написано. Номер 1, дефис 82, 2021, видишь? Да. Просто у меня буквы Н вот этой Всё, не давай. было впереди.
Номер, Давай, который написал? номер обозначает. Ну, я не знаю, надо номер, не надо номер. Всего найдено 0 Нашел там Кировский документов. суд. Чувак, я тебя нашел только что, сижу под VPN, вот. Что тебе еще нужно? Кстати, у меня тоже сейчас украинский VPN, может... Дело, номер... Ну, может, блядь, пробел между N и 1 пробел. Вот пробел сделал. Давай, если ты мне веришь, я тебе зачитаю приговор. Да я тебе говорю, я верю, да. Все, читаю тебе, смотри. Внимательно слушай и готов оправдание. Ты ж будешь по-любому сейчас искать. Тяжело же принять правду, понимаешь, эго мешает. Слушай, значит, внимательно. Это российский суд, это тебе уже не европейский, там ничего, не ОБСЕ. Значит, смотри. Данное продовольствие. Тут в приговоре идет о том, что продовольствие должен один чувак был поставлять продовольствие на территорию Донецкой и Луганской области. Его он не поставил правильно, его за это судят. Приговор читаю. Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил Российской Федерации, дислоцирующихся на территории ДНР, ЛНР. Год, время. Суд когда состоялся? Год приговора когда был или что? Да, да, да. Ну, сейчас я скажу год. Год был, в 2020 году суд был, начало суда. В 2020. А судили его за 14-15 год. А вот и наглая ложь вот этого блогера Цепсо. Вот нашел я этот приговор, как вы видите, номер, судья, Шолохов, подсудимый Забалуев. Все как положено, Кировский районный суд города Ростова-на-Дону. Но не в 2014-2015 году были совершены преступления, а подсудимый Забалуев, такой-то, такой-то, в ноябре 2019 года совершил единое продолжаемое преступление. То есть его преступления начались с 2019 года, никак не в 2014-2015 году. Так что, месье Иван Франко, ваши не пляшут. А это кардинально меняет суть дела. Хорошо, я тебя услышал. Сделаю в конец нашей беседы ставку. Целый приговор, вот. Да. Я прочитаю об этом, да. Если ты думаешь, что если это как-то меня минусует, и я не сделаю сюда об этом ставку, нет, ты заблуждаешься. Ставка будет и... Так, смотри, я большинству ваших блогеров, поверь, мы уже практически со всеми переговорил. Когда говоришь об этом приговоре, вот все то же самое, как ты говорят. И не делают этого. И не делают этого. Канал и сам опять продолжают себе говорить, на что уме, вас не было там. Канал сам себе на уме. Этот ролик, скорее всего, выйдет или сегодня поздно вечером, или завтра утром. Хорошо. Где я могу на себя полюбоваться, если ты, конечно, удостоишь такой... Канал тебе? Да. Канал? Подожди, как у тебя называется канал? Сам себе на уме. Кириллицей. Сейчас, подожди. Кириллицей. Федя, вот смотри, ты такой подкованный с матчастью, ты не завалил меня. Я не Федя, алло, я не Федя. Фридрих из... Я Фридрих. Цай, Фридрих. Entschuldigen Sie bitte, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Сам себе на уме. А ты как 6 тысяч подписчиков, оно? Да, а ты как... Подожди, я же не убегаю еще. А ты 6 тысяч подписчиков, это оно? Да, это он. Не, так мы так в школе... Чувак, мы так в школе говорили. Schreibst das Datum, auf Wiedersehen, там... Не, подожди. А я думал, ты уходишь, говоришь, auf Wiedersehen. Ну, надо в школе, понимаешь, говорили. А Wiederhole bitte, schreibst das Datum. Окей, там что там? Говори свой канал. Ich bin 12 Jahre alt, auf Wiedersehen. Все. Ах ты злодей, блядь. Вот еще один обманщик. Ты вообще кто будешь? Петрос, ты меня поражаешь, да? Ты каждый раз не помнишь. Раз 7 мы уже с тобой беседовали, ты никогда не можешь вспомнить. Как ты беседуешь о исторических темах, когда я тебе скажу важную вещь. Подожди, я скажу важную вещь. Есть... Иди в баню, будешь ты мне говорить важную вещь, блядь. Твоя важная вещь, блядь, для меня не важна.